Всем привет, я нахожусь в Мексике, в лагере украинских беженцев в городе Мехико-Сити, в медицинской палатке, где я помогаю как волонтер-переводчик с испанского на русский и наоборот. И сегодня я хочу вам показать, как живет лагерь день ото дня, чем здесь занимаются, какую помощь предоставляет мексиканское правительство, какую помощь предоставляют волонтеры, которые помогают беженцам. В общем, погнали! Во-первых, люди бегут от войны в поисках мирного неба, где можно устроить новую жизнь, новое начало, потому что то, что они строили, было разрушено. Надеюсь, в наш дом не прилетит долбаная ракета. Колбасит капец. Многие из них оказались без мужей, без сыновей, потому что приехали вдовы с детьми. И урон войны достал их даже здесь. Поэтому люди бегут за тысячи километров в поисках мирного неба. Люди приезжали и приезжают в тяжелом состоянии, в разбитом состоянии, травмированные, по ночам плохо спят. При звуках вертолетов или же салютов люди вскакивают, выбегают на улицу. В лагере была образована палата медиков, где 24 часа работали медики днем и ночью, реабилитируя их, восстанавливая, прокапывая витамины, потому что некоторые истощены. В момент эвакуации у них не было ни воды, ни пищи, ничего. Они проделали долгий путь и в очень измученном состоянии. Los padecimientos más frecuentes que hemos estado atendiendo durante estos días, que son 3 semanas, vamos para la 4ª semana, son problemas respiratorios, problemas diarreicos, problemas cutáneos, por quemaduras de sol, etcétera. Son los más frecuentes. Deshidratación por los calores que han estado haciendo en las últimas semanas. Hasta ahorita hemos tenido emergencias, creo que han sido 3 nada más en cuanto a problemas diarreicos que se hospitalizaron y afortunadamente se pudieron compensar y están dados de alta hasta ahorita. Я решила помочь, приехать в качестве переводчика, потому что я знаю русский, испанский и английский. Вот, и я помогаю в палатке медицинской переводить для пациентов и докторов, где что болит, как их зовут, сколько им лет, какие у них есть симптомы, как принимать им таблетки и так далее. Да, лучше чуть-чуть. Ну, смотрите, если вам вот хуже, то сразу приходите, ладно? И пейте много воды. Позади меня есть столовая, где все едят, души с горячей водой, умывальники, мусорки, базовые такие вещи для проживания здесь, на территории лагеря. Вот позади палатки, люди спят там все вместе, никакого нет личного пространства, но об этом речи не идет. Речь идет о гуманитарной ситуации, да, то есть о выживании по большей части. На полу в палатках лежат деревянные поддоны, на этих поддонах уже лежат матрасы, на матрасах одеяло, и люди здесь читают книжки, смотрят видосы на ютубе или где-то еще, здесь установлен публичный Wi-Fi, и каким-то таким образом, в общем, ждут своего проезда в Соединенные Штаты Америки. Можно заметить, возле матрасов стоят багажные кейсы, в которых уместилась практически вся жизнь этих людей, ну или та ее часть, которую они смогли с собой забрать. У нас очень много было людей с Мариуполя, с Харькова, с Донецка, именно с момента эвакуации, с Херсона очень многие, потому что они рассказывали из бомбежек, которые выходили. И по сегодняшний день вот у нас есть семья, мы ожидаем приезд их родных, которые проходили момент эвакуации. Первые 3 машины были вот буквально 2 дня назад взорваны, погибли люди. И на стрессовой почве у родственника выпали волосы, началась чесотка. Это страшные вещи. Так, резко мы лишились работы, мы поняли, что мы остались без работы. После бомбежки мы перетерпели эту бомбежку, а где-то через неделю мы посмотрели большие очереди. Вот, и поняли, что с большой семьей трудно будет сейчас выживать в таких условиях. И в аптеке, и за топливом, и везде, и в магазинах были громадные очереди. И мы решили выехать. Я украинец, у меня гражданство украинское, она русская. Да, у нее русский паспорт. То есть мы были женаты официально. Улетели на медовый месяц, также в Доминикану, так же, потому что мы там познакомились.
И вот с этого момента началось весь этот ужас. И теперь мы не можем вернуться вообще никуда, потому что как бы ее практически все родственники напротив нее сейчас озлоблены. Да, и также у меня сейчас, то есть не можем вернуться. Я нашла девочку по соцсетям в Телеграме. У нее не было прав, машина была, машину дали, 3 детей. И я согласилась вывести их на подконтрольную территорию Украины. Вот, свою машину оставила. Мы выезжали. Русские на блокпостах переписывали мои данные паспорта. Каждого водителя переписывали паспорта. Не знаю, для чего это делали. Мы проехали, выехали с Херсона, и у меня сломалась машина. Сцепление не работало, ни первая, ни вторая не включалась. Просили всех людей, чтобы нас тянули. Никто не хотел, потому что все груженные были, и было бездорожье. Ну, конечно, на нас держали эти автоматы, вот как вы держите на нас камеру. Так. Прицел 90 градусов. Вот, и, потому что не было коридора, и они не могли понять, кто мы. Некоторые микроавтобусы были затонированы. Вот. Ну, я так деткам говорил: детки, не шевелитесь, потому что если кому-то что-то покажется, нас в решето превратят. Каждый блокпост проходили, нас трусило, потому что они все по новой, каждый проверяли, выворачивали багажник, бардачок, документы, по списку что-то смотрели. У них был какой-то список, они проверяли по этому списку, есть ли у них такие люди, которые они ищут, которые они не выпускают. Вот. Нас тянуло 6 машин до Баштанки, мы еле-еле с трудом доехали. Бездорожье, посадка, поле, обстрелы. Между Николаевым и Херсоном были обстрелы. 6 машин тянуло, и у меня 5 раз тросы рвались. Кое-как мы выехали под Николаев. Вот. Там нас забрали и дотянули до Одессы. Было много блокпостов. Мне кажется, через каждые, наверное, 10 километров были блокпост. И российские войска, и украинские войска. Вот. И в основном проверяли наши документы, видели, что мы везем детей, и пропускали без проблем. Даже в сумках не рылись, а так некоторые только посмотрели, что здесь, закрывайте, и все, и пропускали дальше. Дальше на блокпостах, уже ближе к Западной Украине, просто было такое радушие, детям постоянно какие-то фрукты, печенье давали, в пробках даже останавливались, и выбегали из машин, и в форточки нам что-то люди давали, военные давали. Ну вот как-то была радостная поддержка. Позвонила хозяйка квартиры, где мы были прописаны, но жили мы в другом месте, и она сказала: Данил, ко мне пришли из полиции несколько человек, осмотрели ее квартиру. Она им сказала просто, что я у нее не живу, вот, и осмотрели, она попросила меня выписаться. Я поехал в миграционный центр, у меня было разрешение на временное проживание, а мне там сказали, что все, временные статусы уже все равно не действительны, потому что всем, кто с востока Украины приехал, быстро сейчас паспорта дают, вот, поэтому получайте паспорт, вот. О продлении там временного статуса речи не шло, либо же нужно уехать из страны. Либо получайте паспорт, либо уезжайте из страны. Ну и мы приняли. Вышел я из миграционного центра уже с обнуленным статусом, позвонил Жене и говорю: похоже, мы уезжаем. Вот. Ну и потом в аэропорту еще тоже 40 минут допроса. Вот. И, в принципе, так все и закончилось для нас в России. Мы когда выезжали, мы почистили телефоны, ноутбуки, потому что как раз-таки с чатов узнавали, что людей полностью обсматривали вещи и полностью проверяли там подписки в Телеграме, посты в Инстаграме, что писал, где писал. И мы, конечно, насчет этого очень переживали, что могут быть проблемы именно с ними. Поскольку в лагере очень много семей с детьми, в центре находится такая импровизированная детская площадка с батутами, с навесом от яркого мексиканского солнца, потому что здесь очень-очень жарко бывает. У многих людей ожоги солнечные, ну и в целом проблемы, связанные с местным климатом и с резким таким стрессовым переездом.
когда наступила война, через неделю после войны наш город бомбили. Мы выезжали с Николаева дня 3 с семьей, приехали к моей сестре в Польшу, пробыли там 1,5 месяца или 2 и решили ехать сюда, к нашему... Ну, у нас есть родственники в Америке, троюродная сестра, друзья все. Каждый день здесь проходят какие-то мероприятия, кто-то играет на гитаре, кто-то на скрипке, иногда показывают кино, проходит много молитв, потому что здесь в лагере много верующих людей, и, соответственно, каким-то таким образом волонтеры пытаются разнообразить каждодневную рутину здесь. Молочный зуб Спасителя. Покажи. Не можу. Граница закрылась в Тихуане, придумали вот эту вот программу, чтобы дать гуманитарный пароль людям, которые убегают от войны в Украине. Одна из самых главных палаток здесь в лагере называется палатка Welcome to USA. Здесь решают вопросы по тому, как людям попасть в Штаты, оформляют все документы, помогают купить билеты. Должен быть спонсор. Надо найти спонсора, чтобы спонсор заполнил 134-ю форму. Чтобы это сделать, надо сделать аккаунт на USCIS, государственном веб-сайте, и после этого войти, найти 134-ю форму и заполнить ее. Одна форма для каждого человека в семье или для каждого человека, который нуждается в спонсоре. Окей. Со мной всегда можно связаться. Окей. Хорошо. Спасибо, Наталья. А что ж тут хорошего, что столько людей? Чего я не могу вам сказать. Густо населенно оно. Без понятия. Что-то туда тянет людей. Что, не знаем. Им виднее. If we can send volunteers with those families, who can bring them back to the house? Nosotros venimos en apoyo a personas ucranianas y les estamos dando de comer. ¿Y ustedes son de...? Nosotros somos de la Marina Mexicana, de Secretaría de Marina Mexicana. Para la comida es carne de cerdo en salsa verde y arroz rojo, y la cena serán tortitas de papa con ensalada de remolacha. Somos Armada de México, estamos para apoyar al país y a las órdenes que nos den para apoyar a otros países. Y estamos para apoyo a casos de desastres naturales, ya sea en terremotos, sismos, inundaciones, para eso estamos, para apoyar. Ну, помимо того, что нас охраняет федеральная полиция, мексиканская там нацгвардия есть даже, вот, они просили, чтобы были люди, которые следили внутри лагеря за своими, чтобы там за территорию ночью не выходили. Ну, Женя вот, она по кухне работала. Ну и так, в принципе, и работали какое-то время, чередовались, то есть тут смены там с охраной связаны, смены у нее с кухней связаны, и так, в принципе, и работали. Смены по-разному были, ночные, дневные, вечерние, вот. Ну и так, утром просыпались, обычно там либо свободное какое-то время, там, поиграть в волейбол, чем-нибудь заняться, там, завтрак, вот, либо же сразу там на смену выходить. Сейчас люди морально устали, потому что как бы не хватает быта какого-то определенного. Да. И уже потихоньку люди начинают сдавать нервы, ну, то есть становится тяжелее. Кто-то тут с утра начинает всякие. А так в целом очень хорошо, очень спасибо большое за этот лагерь. Нас тут кормят, в принципе, очень неплохо. Помимо основной кухни, которую предоставляет правительство Мексики, здесь есть еще буфет, который делают волонтеры. Здесь можно нормально так перекусить, похавать всяких вкусняшек, чай попить, кофе, ну и так далее. Все, что нужно в перерывах между обедом, ужином и завтраком. They're always hungry for different kinds of food, so we really have to mix things up once in a while. And here we have different like milk and different items. This is our fridge. Stuff for infants so that they're able to get the nutrients as well. I do not speak Russian or Ukrainian, so it's been a bit difficult. I speak some Spanish, but I've been picking up on some Ukrainian words.
Most of the time it's a lot of movements with hands and different things like that. Trying to figure out how I can still communicate with people. Lots of Google Translate as well. Yeah. Это главный офис лагеря беженцев, и это помещение выделило правительство Мексики. Все волонтеры собираются в этом офисе 2 раза в день, чтобы обсудить текущие проблемы, которые есть в лагере, и их решения. So we've been donated tons of stuff. This is all like hygienic products, hand sanitizers, a whole bunch of different things, toothpaste, shampoos, conditioner, hats. It's really hot here. You guys don't understand. People are going through like, it gets very, very hot. These shelves even, been given to us. It's all here. We have toilet paper. We have a whole bunch of hygienic products, a couple of different things. Oriflame was very, very generous, and they gave us a bunch of shampoos, conditioners, floss, all really nice hand creams and stuff like that. They're really nice. I tried them the other day. На каждой палатке есть табличка, которая обозначает, кто там живет, то есть семьи, мужчины или женщины. Сейчас вечер, люди сидят за столиками, едят, и атмосфера очень-очень спокойная. Мне говорили, что раньше, когда здесь было 700 человек в лагере, было более нервно, потому что люди только приехали, были дезориентированы. Ну и в целом было много народу, соответственно, было больше стресса. Я начинал заниматься видеографией, видеомейкингом, там хотел свадебную видеосъемку там или просто видео заниматься, вот, и только мы вышли на разные платформы фриланса, как она называлась, это Fiverr, да, на Fiverr вышли, и буквально только я вышел, выложил какие-то видео, привязал карты, уже все, готов работать, монтировать, у нас все в России блокируется, все карты блокируются, Женя теряет своих иностранных заказчиков, я не могу, просто нет смысла уже работать, чем-то заниматься, и мы такие, ладно, и получается через неделю-две, как все заблокировалось, мы просто уже уехали, вот, потому что все накрылось, в общем. У нас в лагере практически волонтеры со всего мира приезжали. И часто приезжали ребята, так как мы близко с Америки, американские врачи помогали, разные волонтеры приезжают на кухне, в хозяйстве, с детьми. In the first place, I started in Tijuana. One of my friends called me as they knew that I was in San Diego. I have a bunch of connections up in Sacramento. They said, do you want to help move Ukrainians from the airport to the border? And, 2.5 months later, I'm still here. То есть у меня есть русский язык, я подумала, что это может быть полезно, я могу сюда прийти и как-нибудь помочь как угодно, и так что не могла просто сидеть и не делать этого. I felt that the Lord was leading me to come here, and I prayed about it, and I came, and I'm here to serve in any way that I can to be the hands and feet of Jesus. Хочется помочь людям, которые оказались в очень сложной ситуации. Я сама из России, и это какая-то попытка избавиться от этого ужасного чувства вины. Я вывез практически всех женщин и детей своей родни, и так как люди стали узнавать меня, стали просить, чтобы я занимался дальше эвакуацией, и так по цепочке я оказался в Польше, а с Польши я оказался здесь. Зов сердца, мне кажется. Хочется помочь людям хотя бы добрым словом или даже перевести что-то. Мне кажется, это помощь, потому что люди не знают языка, и они здесь потерянные, а так хотя бы увидеть родную душу и помочь им с переводом, это облегчает. А вы откуда знаете испанский? Я наполовину мексиканка, наполовину украинка. Президент Байден сказал, что он готов принять 100 тысяч украинцев под этой программой. Коннектились с друзьями семьи со Штатов, и они такие, а что вы поедете в Грузию? Давайте к нам, тут вариантов больше, и с языком попроще, и давайте пробуйте. И мы как раз узнали, что в Тихуане через границу можно пройти 2-3 дня, там довольно быстро люди проходили, потому что была живая очередь. Почему? Потому что мне друзья позвали к себе, во-первых, нашли мне работу, я могу как-то помочь детям, потому что они без денег сидят. Сын студента, дочка в декрете с 2 детками маленькими. И жить не на что. Я с 24 февраля ни одной копейки от государства не получила. Дети мои тоже.
ничего. Поэтому надеюсь на себя, чтобы помочь как-то им. В Европе у меня нет никого, друзья пригласили, поэтому я решила съехать. Родственники там живут, наши дяди, тети, да, вот, и они нас давно звали, они еще до 2014 года нас звали. И когда у нас была бомбежка, мы так и позвонили и сказали, мы к вам направляемся. Хотя мы не имели загранпаспортов и до сих пор их не имеем, но вот доехали до сюда чудом Божьим. Вообще я сам по себе чувствовал, что если подальше от эпицентра войны, это будет в любом случае лучше. Чтобы уберечь детей, потому что не знаю, как будет дальше. Мы не знаем, как будет дальше развиваться история и события, которые сейчас происходят. Тем более, что Европа, и в частности Германия, были проблемы с поселением, много беженцев, особенно в Польше. Очень там несколько миллионов уже этих беженцев было, и некоторые трудности мы начали испытывать. Постепенно лагерь пустеет, разбирают мексиканцы палатки одну за одной. Я думаю, через недельку, ну максимум через 1,5, здесь уже никого не останется. Так что, если вы хотели поехать сюда, в этот лагерь, если вы как-то слышали про этот лагерь в городе Мехико-Сити, то на этот момент, когда вы смотрите это видео, этот лагерь, скорее всего, уже закрыт.